Друзья, снова всем привет из зимнего теплого Кадыкёя. Сейчас приехал по делам, хочу вам тоже показать данный район, так как я его очень люблю, но опять же люблю его по будням и утром. Как вы видите, вокруг уже сейчас четверг, пятница, прошу прощения, время около 2 часов дня, и я уже вижу и понимаю, что будет очень-очень людно. Но мы с вами немного прогуляемся по Кадыкёю, прогуляемся по парку Фенербахче, рядом со стадионом знаменитой команды турецкой футбольной. Также прогуляемся по пляжу Мода, выпьем кофе, покажу вам центр. Сейчас надо будет перейти дорогу, не успею. Покажу вам местную достопримечательность бронзового быка, как в Нью-Йорке, но только размерами гораздо меньше. Так, переходим дорогу. Друзья, про светофоры в Турции это отдельная тема. Это отдельная история. Просто вы можете стоять и ждать по 2-3 минуты, пока горит красный свет. У нас в России такого нет. 30 секунд, максимум минута, да? Но здесь замечательно. Вот такие местные музыканты здесь повсюду. На каждом квартале всегда встретишь местного музыканта. Вообще люблю турецкую музыку. И хочу подметить, что турки очень большие патриоты своей музыки, своей культуры. Например, сколько я здесь нахожусь, ну максимум один-два раза я услышал где-то европейскую, американскую, иностранную для турков музыку, но в основном это только турецкая. Музыка Средиземноморского побережья Турции, Карадениз, они отличаются, ну и центральной Турции соответственно. Так, очередной светофор. Друзья, отстоял около 3 минут, как я и говорил про турецкие светофоры, да? Здесь нет такого 30 секунд, и вы перешли. Нет, 2, 3, 4, есть даже 5 минут светофоры. Вот, и к разговору о патриотизме турков. Да, везде играет турецкая музыка. Очень-очень редко где можно услышать иностранную музыку. И также, например, если вы идете вдоль набережной. Ох, как я не люблю. Очень не люблю. Как это сказать? Людные, многолюдные улицы. И если, например, вы гуляете туда мы не пойдем. Мы пойдем сюда. Покажу вам немного Кадыкөй. Если вы гуляете по набережной, и, например, будет 10 кафе в ряд, и 9 из них будут турецкие местные, и одно какое-нибудь кафе европейской кухни или еще какой-либо страны, с вероятностью 99%, что данное кафе, иностранное для турков, будет пустым, ну или полупустым. Вот так. Вот такие турки-патриоты. С погодой сегодня повезло, наконец-то, но надвигается магазины косметика, одежда, но надвигаются тучки, поэтому думаю, что успеем прогуляться нормально, посмотреть, что вокруг, пока не пошел дождь, пока не стемнело. Вот мы сейчас выходим на площадь. Справа сейчас, вот вы видите, армянская ортодоксальная церковь. Вообще Кадыкёй очень интересное место для религиозных людей, так как Стамбул, Турция, в принципе, страна... А где здесь вход? Закрыто, что ли? Хотя не должна быть. Турция страна греков, армяне и турков. И здесь очень много и мечетей, и греческих православных часы, и греческих православных церквей, и также армянских. Смотрите вокруг, все что угодно. Даже птицы, птичьи клетки. Немного позже мы завернем, будет улица баров, ресторанов. Напоминаю, что сегодня четверг, будний день, и уже улюдно. А что, представляете, что будет в выходные дни? Немного, если интересно, о районе Кадыкёй. Это один из старейших
меньше людей. Это один из старейших турецких районов. И известен исторический факт, что еще в 7 бутик, пожалуйста, справа, что еще в 7 веке до нашей эры на территории стараниями дарийцев, так, пойдем направо, стараниями дарийцев был основан городок Халкидон. Имя этого населенного, название этого населенного пункта и переводится как деревня Кадыя. Кады — это, вероятнее всего, по легенде, по истории, местный прокурор. Отсюда и название Кадыкёй, деревня Кадыя. Также, так, туда пока тоже не пойдем. Пойдем в сторону улицы Мода. Также долгое время Кадыкёй был частью района Üsküdar. Üsküdar — это район чуть выше, чуть севернее Кадыкёя. Но в 1930 году Кадыкёй был выделен в отдельный, хотел сказать, регион, район. И в соответствии с планом развития района население областей увеличилось в 2,5 раза. И работающие на европейской стороне граждане после рабочего дня, вот тоже мечеть, после рабочего дня возвращались на паромах домой на азиатскую часть. И сейчас в Кадыкёй входят такие районы, как Бостанджи, Мода. Мода — очень известный район Кадыкёя, спальный район, тихий по сравнению с центром. Вот еще улочки, атмосферненькие кафе. Мода является, да, спальным районом, как я уже сказал, очень по цене дорогим, поэтому тут, кроме местных жителей, которые изначально через поколение передают по наследству свое имущество, живут еще очень состоятельные люди. Аккуратнее иди. Так, мы с вами тут повернем. Тут будет улица Граффити. Граффити, как правильно, не знаю. Поправьте меня в комментариях. Вокруг сладкие лавки, бары. Вот, что еще из истории, когда Уютненький бар. Дайте же пройти. Когда в 1970 году был открыт первый мост через пролив Босфор, грозная женщина, нагрузка на морской пассажирский транспорт заметно снизилась. И в 1080-х годах Стамбульский муниципалитет в соответствии с новым планом развития представил район Кадыкёй в качестве перспективного жилого района. Посмотрите на эти дома. Атмосфера здесь прям праздничная. И все кафе, как вы видите, кафе, бары, рестораны сейчас пустые. Но ближе к ночи тут будет не пройти, тут будет очень шумно. Везде будет сигаретный дым, много алкоголя, музыка и веселье. Население современного района Кадыкёй сейчас составляет, насколько я посмотрел, более 500 тысяч человек, более полумиллиона. Так, с вами повернем налево. Везде пусто. Посмотрите, все столики пустые. Но ночью будет весело. Пока добирался в транспорте, всегда поражался турецкой открытости, любопытности. И здесь это нормально. Например, мадам. Спасибо. Например, люди разговаривают, просто незнакомые люди, они встретились. Турки очень любят знакомиться в плане не там, для любовных утех или для чего-то, а просто знакомиться и разговаривать обо всем. Едут в транспорте, только увиделись, сразу вопросы. Где работаешь? Сколько зарабатываешь? Сколько детей? Просто не могу, я человек немного другого менталитета. Когда у меня спрашивают про зарплату или про какую-то личную жизнь, ну это же личные вещи. Зачем об этом знать посторонним людям? А здесь это нормально. Просто у тебя спрашивают, сколько ты зарабатываешь, и люди спокойно отвечают. Я не знаю, насколько правда, русские, насколько правда, неправда, но
Они разговаривают обо всем. О муже, о жене, о детях, где живут. Так, повернем, наверное, да, налево. А это... А, вот и улица Мода уже. Мы уже вышли на улицу Мода, знаменитую. Прогулочную улицу с барами, ресторанами также. Вот. И это для турков абсолютно нормально. Они обсуждают своих мужей, своих жен, дела своей семьи, сколько зарабатывают, где отдыхают. Абсолютно. И это не назовешь какой-то бестактностью. Нет, это нормально в турецком менталитете. Обо всем. И также интересно, что всегда постоянно, ну, в России также в транспорте все разговаривают, но в Турции не запрещено разговаривать за... Ох, какой граффити, посмотрите. Интересно, что-то значит оно или нет. Что я говорил? По поводу разговоров в транспорте. У нас не принято и как бы запрещено разговаривать за рулем, да, даже в личном автомобиле. В Турции нет, спокойно, в долмуш, в маршрутке, в автобусе, в трамвае водители спокойно разговаривают, громко, все знают, все понимают, о чем они говорят, всем наплевать, жестикулируют, в тот же момент маршрутки получают деньги, спрашивают, куда, цена, соответственно, разная до каждого пункта назначения. Абсолютно ничего не мешает, все как-то универсально, многозадачно. Так, дайте мне пройти, еще пройти, спасибо большое. Нет, ребят, это улица не Мода, на Моду мы сейчас повернем направо и попадем на улицу Мода, знаменитую, которая ведет от центра Кадыкёя, от Шумного, где мы сейчас с вами идем, в спальный район. Ну, в спальный сам район мы с вами не пойдем. Мы прогуляемся по улице Граффити. Посмотрите, какие атмосферные здесь магазины. Что это? Картинная, сувенирная лавка, бар, отель, вещи, все вместе. И обратите внимание на дома, на цвет, на архитектуру. Ну вот, симпатичный домик. Второй, третий этаж жилые, на первом этаже коммерция. Вот, ребят, мы с вами выходим на улицу Мода. Вон, пожалуйста, два доставщика остановились на перекрестке. И как бы им плевать, что транспорту вот такси не может. Ну, протиснулся, молодец. Движение в Стамбуле, конечно, тоже очень сумасшедшее. Правил абсолютно я не замечал, на кольце люди не уступают. Помеха справа в Турции не работает абсолютно. И самое, что интересно, для наших постсоветских и России, и постсоветских стран очень опасно переходить дорогу. Почему? Аптеки. Да, улица Мода, ребят. Так, здесь что еще на перекрестке? Вот спальный район, иначе если мы туда не пойдем. Что интересно и что опасно? Всегда смотрите по сторонам, когда переходите дорогу. Почему? Турки в Турции это не принято, чтобы автомобиль остановился или притормозил и уступил пешеходу пройти. Нет. Кассио. Нет, в Турции такого нет. Приоритета у пешехода или у водителя здесь такого нет. Кто успел, тот успел. И еще очень много сигналят. Всегда сигналят. Ну, стоишь ты на светофоре, остановился. Ни хрена. Тебе будут сигналить, кто за тобой, тот, кто за этим человеком, кто за тобой, все. И очень-очень громко. Безумно. В принципе, Турция очень громкая страна. Как и люди громкие, разговаривают много. И действительно громко. Так и культура вождения такая же. Так, направо мы пойдем с вами. Немного пройдем по Моде. Далее немного спустимся снова в торговую туристическую часть района. И пойду покажу вам БК, который расположен на самой известной знаменитой площади Кадыкёя. Месте встреч. И далее прогуляемся по парку, за которым находится стадион Фенербахче.
И немного прогуляемся по набережной района Мода. Кафе, люди, граффити. Что-то я не вижу много котов здесь, кошек. Обычно в Стамбуле они просто везде, даже на столе. Люди сидят, выпивают, завтракают, обедают, либо просто сидят пьют кофе. И за соседним столом, пожалуйста, на соседнем столе, пожалуйста, лежит довольный, сытый кот. Так, сейчас надо как-то перейти. Так, и здесь мы с вами завернем направо. По-моему, да, по-моему, здесь, если мне не изменяет память. Такая тоже атмосферная маленькая улочка с граффити. Прогуляемся по ней и пойдем далее. Да, здесь. Тут сейчас тоже я вам покажу. Обратите внимание на архитектуру и на цвет домов. Тут уже более жилой квартальчик. Вот, посмотрите сверху. Бело-бирюзовый, отделан деревом. За ним полностью деревянный, но заброшенный. К сожалению, красивый, но уже заброшенный старый дом. Интересен год постройки. Вот еще тоже в решетках деревянненький заброшенный дом. Контрастно, согласитесь, да? Рядом ухоженный, отделанный, и посередине стоит. Вот здание муниципальное. Все никак не посмотрю, что за здание. Что это вообще такое и кому это принадлежит. Что-то в греческом стиле. Что-то греческое. Тут немного мусора. Про мусор я уже говорил в своем предыдущем видео. Про нетуристический Стамбул. Кто не посмотрел, посмотрите по ссылкам в описании. И заходите на мой канал, подписывайтесь. Возможно, что-то для себя интересное найдете. Или просто погуляйте со мной, посмотрите Стамбул. Вот еще интересное здание. Вот посмотрите, везде граффити. Граффити, конечно, запрещены в Турции. Но штрафов за них нет. Полиция, да, может просто погонять, штрафов нет. Но как бы, как и везде, это не помогает. Молодежь всегда, интересы молодежи всегда выигрывают. Так, здесь мы повернем с вами направо. Там еще один симпатичный деревянный, так, зеленый дом. Грязновато, друзья, грязновато. Стамбул, к сожалению, не на первом месте. Вот, посмотрите, подъезд, все разрисовано. Вот что-то тоже греческое, муниципальное. Что у нас здесь? Честно, друзья, не знаю. В гугле тоже нет, не нашел. Кто был здесь, напишите в комментарии, что это было за здание. Вот, как я и раньше говорил, все первые этажи, некоторые вторые, всегда все в решетках. Хотя современный Стамбул не такой криминальный, но люди до сих пор стараются ставить решетки. Тоже мелкая улочка. Да, вон зеленый дом, нравится мне, деревянный. Молодежи очень много в Кадыкёе. Почему? Потому что здесь находится несколько государственных учебных заведений высшего и среднего класса. Военная академия, громадный, тоже красное кафе. Кафе «Русская полка». Полка кафе. Также находится громаднейший медицинский университет в Кадыкёе. И также находится, вот он, посмотрите какой.
Уютный, красивый деревянный особнячок. И также здесь находится морской университет. Мармара. Университет. Граффити все закинуто. И снова поворачиваем в туристическую зону самого квартала. Немного прогуляемся здесь, посмотрим на людей, на архитектуру, на кафе, рестораны, торговые лавки. Ну, здесь уже почище, конечно. Владельцы своих заведений следят за своей территорией у входа. Друзья, в Кадыкёй стоит обязательно съездить. Правда, очень колоритный район. Можно найти все, что угодно. Есть улицы кафе-баров, ресторанов, по которым мы с вами проходили. Есть улицы ремесленников. Есть крытый книжный, как кишка, длинный магазин. На каждый интерес можно найти свое заведение и свое место здесь. Тоже граффити, жилые дома, ресторанчики. Вот так выглядят бокалы, смотрите. Бокал — это придомовой магазинчик, в котором можно выйти купить все от хлеба, молока, приправ, чипсы, сигареты, алкоголь и так далее. Ну, алкоголь не во всех бокалах продается, но зачастую. Бары, рестораны везде. Поесть можно на любой вкус и на любой кошелек. Вот тоже улочка прогулочная. Да, если приехать в Кадыкёй, побродить с друзьями, можно провести также целый день здесь. Потому что, в принципе, каждая улица отличается. Заведения все также разные, колоритные. Всегда здесь будет что-то интересное. Как я уже говорил, религиозным людям также здесь будет интересно. Здесь, извиняюсь, находится несколько православных греческих церквей и монастырей, армянских и мечети. Вот что-то строится. Мы с вами пройдем подъезд. Грязненький по граффити. Мне надо поменять бампер на телефон. Все никак. Ладно, сниму видео вам. Потом посмотрю что-нибудь. И стекло разбилось. Вот тоже кафе, а сверху жилой уютный дом. Ухоженный. Друзья, еще хотел рассказать вам, у меня недавно был комментарий в предыдущем видео. Я гулял по району Якаджик, это абсолютно не туристическое место. Кому интересно, посмотрите, там и трущобы, и хорошие постройки. И я сказал, что в Стамбуле, как в Турции, очень много граждан Узбекистана, Таджикистана, которые также здесь находятся, также работают. И я получил очень гневный комментарий, что я и расист, и если бы не жители данных стран, и моя Россия, и моя Москва загнивала бы в мусоре. Ребят, хочу пояснить немного. Я никогда ни одну нацию не оскорблял. Ничего плохого я не говорил ни про узбеков, ни про таджиков, ни про казахов. Все нации я уважаю. Даже я больше скажу, сейчас я не очень люблю свою нацию в связи с событиями, которые сейчас происходят. И поэтому никакие такие комментарии я воспринимать не буду и отвечать буду тоже резко. Ничего плохого я не говорил про данную нацию. Человек очень сильно возмутился. Да что такого? Что, как ты такое говоришь? Вообще позор и позор. Позор и позор. Что хотел сказать, в смысле сбился. Я также
нахожусь не в своей стране. Я также искал и до сих пор ищу здесь работу. И абсолютно так же я здесь нахожусь на тех же правах, что и жители вышеупомянутых стран. Вот, ребят, посмотрите, Эйфель, Баргело. Это фейковые марки парфюмов. Вообще в Турции это отдельная история про фейковые парфюмы. Очень редко, кроме Сефары, наверное, еще пары сетевых магазинов, я где-то видел настоящий турецкий парфюм. Про него я тоже как-нибудь вам расскажу. Это тоже интересно. Это тоже забавная, интересная история. Вот, посмотрите. Друзья, вот и добрался я до площади, на которой пересекаются 6 улиц. На ней стоит основная достопримечательность Стамбула – бронзовый бык. Вот, сейчас я проберусь туда. Об этой стамбульской достопримечательности знают все, просто абсолютно все люди, которым посчастливилось, вот посмотрите вокруг, которым посчастливилось побывать в Стамбуле, в районе Кадыкёй. Также эту достопримечательность очень любят местные жители. Все назначают здесь свидание, место встречи возле данного памятника. Фотографируются. Тут сразу можно вычислить, кто турист, не местный, не турок, не стамбулец. Вот статуя, как вы и в Нью-Йорке, но, конечно, размеры совсем другие. Так, а мы с вами пойдем далее в сторону стадиона Фенербахче. История этого необычного быка, памятника, очень интересна, что монументу уже более 150 лет на данный момент. Статую этого быка спроектировал француз Исидор Жюль, который прославился на весь мир анималистическими скульптурными композициями. Вот. И этот бык всегда кочевал из одной точки Стамбула в другую. И только Друзья, прошу прощения, прервался на телефонный разговор. Всегда забываю поставить авиарежим, когда записываю видео. Сейчас мы уже находимся в парке, недалеко от стадиона Фенербахче, знаменитой футбольной команды Турции, Стамбула. Вот, сейчас сюда повернем, я вам покажу. Немного сдалека будет. Туда идти смысла нет, ничего особенного в данном стадионе нет снаружи. Вот, я говорил вам о статуе быка в Кадыкёе, что данная статуя много лет, много десятилетий кочевала по Стамбулу, и только Вот, посмотрите, вдали видно, это вот стадион, знаменитой турецкой команды Фенербахче. Вот небольшая набережная канала. Посмотрите, яхты, катера, прогулочные, местных рыбаков и местных богачей. Сейчас немного пройду по набережной данного канала, выйду на пляж Мода и вернусь к вам. Друзья, ну вот мы наконец добрались до пляжа самого известного спального района в Кадыкёй, Мода. Вот будний день, погода, к сожалению, испортилась, накрыла опять тучами. Вот будний день, время уже около, сколько время сейчас? 4:30. Вот так вот проводят свои будние вечера местные жители. Вон дома, хорошие домишки, не правда ли? Кто-то играет в бадминтон, кто-то отдыхает с друзьями на траве, а кто-то просто гуляет. И мы с вами прогуляемся по набережной. Все никак не дорасскажу вам по поводу данной статуи. Что она кочевала в течение более 100 лет. И, наконец, в 1976 году статую установили на свое место, на ту площадь. Вот, посмотрите немного вокруг, на которой мы с вами были.
И данная площадь, данная статуя стала по-настоящему популярной и узнаваемой жителями всего мира. Вот. Самое что интересное, опять кто-то сейчас меня... Уличные музыканты. Приятно здесь находиться. Самое интересное, что меня опять сейчас кто-нибудь, скорее всего, осудит. Но по моим замечаниям, все люди гуляют, да, только русскоговорящие гуляют, либо сидят, общаются с бутылкой, либо банкой какого-либо алкоголя. Турки, арабы, европейцы, все с фантой, с какой-либо газированной водой, либо просто вода питьевая. Но русские не с кофе, не с водой, а с бутылочкой хмельного. Друзья, ну что, моя прогулка подходит к концу. Вот немного кусок небольшой спальных домов в моде покажу вам. Спасибо всем, кто присоединился снова, кто подписался, кто поставил лайк. Спасибо всем, кто написал какой-либо вопрос, либо комментарий, либо просто пожелание. Присоединяйтесь, будет еще много видео, также из туристических, но более я хочу основать свой канал более на нетуристический Стамбул, на обычаи, на повседневную жизнь турков. Завтра, если будет время, хочу пойти показать вам базары. Не Гранд-базар турецкий, всемирно известный, а именно базары для местных жителей, которые каждую неделю в своем районе, в своем микрорайоне приезжают, открываются, до ночи работают, чистят после себя все и уезжают. Друзья, всем еще... Да, современная песня сейчас в Турции шлягер. Вот молодежь сидит, развлекается, напевает. Друзья, всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто присоединился. Всем пока.